Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сейчас решила начать новый хобби-влог. Закончила один, собралась... Так, сейчас я включу еще лампу. Собралась поехать погулять, но у нас около квартиры на нашем этаже, ну, у нас 4 квартиры как бы, и вот лифт посередине, развалился какой-то алкоголик. Ну, просто на нашем этаже как-то надеяться, что кто-то вообще выйдет, бесполезно. Ну, полицию вызывать тоже как-то стрёмно, потому что не факт, что они потом не расскажут, кто полицию вызывал. Этажом ниже, в общем-то, тоже, как я понимаю, все мужчины на работе и так далее. Да, ситуация малоприятная, потому что у нас сегодня потрясающая погода, у нас солнечно, классно, и я собиралась поехать погулять в авиапарк, собиралась совершить покупки, потому что есть вещи, которые мне нужно купить только в Ашане, например, там сыр, потому как последнее вот время я буквально недели полторы все покупала в ближайших магазинах, и качество сыра меня совсем не устраивает, хотя при всем при том, что в Ашане я беру сыр недорогой, но он мне нравится. Ну, я люблю просто на завтрак, чтобы был вот бутерброд горячий. Ладно, это, конечно, не в этом дело. Ну, в общем, пока я жду, когда он куда-нибудь вообще отползет подальше, я начну снимать видео. Я когда вот сегодня докрашивала иллюстрацию в Ханне Карлсон, ну, вы ее, конечно же, в предыдущем влоге уже видели. Я что-то не знаю, как-то посмотрела. Брутфунеры, они как бы там так блестели, но не давали ровного глянцевого покрытия, как я люблю. Когда я растираю все это салфеткой, я, значит, решила растереть салфеткой бумажной. Блеск вообще пропал. Я взяла блендер от Карандаш, который дает этот блеск. Потом еще раз растерла салфеткой, но его как не было. И, значит, ну я просто к чему? Здесь же заявлено, что они типа масляные, но я слышала от многих, что они вроде как не масляные. Не знаю, вот я сама не знаю. Взяла призмы, например, попробовала здесь вот нанести. Ну, вот сейчас вот на этой бумаге и призмы, и брутфунеры, они как бы дали блеск. Не знаю, с чем это связано. Смешиваются они, в общем-то, ну, призмы лучше смешиваются, чем эти, потому что я нанесла сначала вот этот оттенок, вот он у меня, да, а потом вот этот вот оттенок. Я, блин, обожаю этот карандаш. И когда я вот его наносила, то прям смешивание само по себе пошло. И плюс вот я растерла, и как бы получился такой, как фон. А здесь тоже вот растирается и смешивается неплохо, но все-таки чуть хуже. Ну, не знаю, почему-то мне кажется, что все-таки это масляные карандаши, хотя я в этом не разбираюсь, да, я не профессионал, поэтому я не могу утверждать. Но дело в том, что я специально взяла вот этот карандаш и вот этот, и поскольку я в принципе и правый, и левый пишу, да, то как бы я попробовала одновременно раскрашивать, конечно, этой рукой мне тяжелее, но все-таки. И вот ощущения, они практически одни и те же. Ну, может быть, эти немножко еще более мягкие, чем вот эти, но вот они как бы чуть-чуть жестче, чем призмы, но они гораздо мягче, например, тех же самых фикс-прайсовских 36 цветов. При этом по цене, как вы понимаете, это гораздо дешевле вроде бы. Я просто думаю, может быть, ну, если воск, как правило, это основа карандашей, очень многих карандашей, дело поставлено на поток, то масляных-то не так много, и вообще очень эту информацию сложно встретить. Может быть, это как бы процесс более затратный или еще что-то, более сложный.
Но это я так догадываюсь. Но при этом же, наверное, основа масляная, она может разной быть, более качественной, как здесь, более некачественной. Хотя вот, например, у меня масляная пастель Pentel, она более мягкая, чем, например, масляная пастель Мунга, как мне показалось. Не знаю, с чем это связано, но я все-таки так подозреваю, что, может быть, это все-таки масляные, как и заявлено, карандаши. Ну, кстати, совершенно непонятно, а Derwent Drawing какие? Воск там в основе, вроде бы воск. Но они в тот же момент так мягко наносятся, что... В общем, не знаю. Ладно, это просто мои такие мысли вслух, что называется. Я сейчас пока сижу, жду. Я думала, времена, когда у нас в подъезде кто-то валяется, уже давно прошли. Но нет. В общем, вот моя палитра. О, опять все это. Да, надо, мне девочки советовали, что надо все это дело приклеить. Ну, на двусторонний скотч, потому что как бы это палитра пластиковая, у кого металлическая, то можно магнитики. Я видела, девочки делают. Я просто не помню, у кого видела. Но у меня такая. У меня в любом случае пластиковая, поэтому... И еще вот это. Это из-под накладных ногтей. Ну, вот видите, она так с делениями я приспособила. У меня здесь еще есть свободное место. Собственно, почему она у меня неоднократно падала, эта палитра, и вываливались краски. Поэтому в теории вот эта штука уже не актуальна, потому что, ну, например, там белый, понятно, белый, вот этот на своем месте, красный на своем месте. Я предполагаю, что вот этот цвет тоже на своем месте. Так, тут надо порядок уже наводить. Возможно, нет, но возможно, что вот эта линия вся соответствует. Вот, ну вот насчет этого я не уверена. Здесь уже я так в хаотичном порядке. Трудно сказать, что к чему здесь. Поэтому, наверное, я сейчас как-то попытаюсь скомпоновать, потому что, ну вот здесь у меня, в принципе, белые ночи, но вот еще одна кюветка. И, если честно, мне бы хотелось, чтобы они были все в одном месте. Висты артисты у меня меньше. Может быть, я возьму то, чем пользуюсь, реже сюда положу. Хотя в целом я так или иначе задействую большую часть цветов. Ну, в общем, смысл в том, что когда я все это разложу, я вот возьму свою акварельную бумагу. Ну, она такая, в общем, что попалось в Ашане, то и взяла. Понятно, что она тоже бывает разной, но всяко лучше, чем, я думаю, обычная. Формат А3, 10 листов, 89 рублей стоила Academy Style. Ну и вот вырежу, как многие сюда делают, вот сюда вставочку сделаю и сделаю выкраску. Может быть, подпишу какие-то номера, названия. Но мне кажется, с гаммой это делать бесполезно еще. Почему? Потому что поштучно я не видела, всегда продается отдельно, ну и тем более там наборы-то такие вот, ну, небольшие, да, они как бы дешево стоят, всегда можно взять по акции, так что даже понятно, почему их не продают как бы поштучно. Разве что только виста артиста белые ночи есть смысл сделать. Наверное, да. Тем более, что понять, какой цвет тут можно. Ну ладно, я в любом случае к вам в следующем включении вернусь, покажу, что к чему. Я в Ашане, как всегда, решила поснимать вам фломастеры, карандаши, раскраски. Тут ничего особенного, но решила полистать Хьюги, но в том числе и для себя, потому что у меня другая версия.
Но уже вижу, что какие-то иллюстрации, конечно, совпадают, но в основном что-то новенькое. Ну и, соответственно, поскольку у всех уже, у многих есть такие раскраски, они не новые, плюс тут не получится полистать как следует, поэтому все это объединила в формат хобби-влога. Новинок тут вот особо никаких и нет, вроде как на первый взгляд. Поэтому, так, полистаю. Вообще уютные иллюстрации. И здесь много таких, которые я бы с удовольствием раскрашивала. Но, честно, покупать сейчас не буду все равно, потому что еще Хьюги у меня есть. Там много раскрашивать. Я аж с 2018 года, как вы знаете, каждый месяц крашу, и все равно там много всего. В общем, поэтому смысла, конечно, покупать это нет, но в целом очень даже неплохая раскраска. Милота прям. Ну, а вот в основном тут Джоанна Бесфорд, Линда Тейлор, как водится. Это хорошо. Неудобно просто одной рукой листать ее, она закрывается, а понятное дело, все-таки новая раскраска, и покупать ее не собираюсь сейчас, поэтому, чтобы не попачкать, не порвать, не помять, что аккуратно листаю. Тут две такие лежат. Ну, в общем-то, может, что-то я и пропустила, пролистала, не знаю. Тоже не страшно. Вкусняшки, зверюшки, совушки. Что тут еще? Тут просто все битком набито. И даже неудобно расположиться. В тот раз было проще гораздо. Ну, хоть так. И вот я ошиблась. Мир техники. Это что-то новенькое. Тут несколько вариантов. Не знаю, все листать не буду, потому что мало времени, так как я по понятным причинам выехала сегодня позже. У меня, по-моему, из этой серии есть какая-то раскраска. Я ее на складе брала за какие-то копейки. Сколько здесь стоит, не знаю, ценники как-то перемешаны. Ну, в общем, вроде как то же самое. Но неплохо. Тематика интересная, мне как-то нравится подобное. Про технику, про роботов раскрашивать интересно. Ну, может быть, кого заинтересует, кому-то поможет сделать выбор. В целом детское, но и нам можно. А вот Берлинга, ручки металлик шикарные. Я их по 3 рубля за штуку на распродаже брала. А здесь вот стикеры, закладки, наклейки. Полно всего. В принципе, адекватные цены. Хотя прям вот на магнитные, супер выгодных, как я один раз попала, не было. Уже следующий день решила показать свои небольшие покупки. В этот раз я также не обошла скидочную корзину с фломастерами. Решила посмотреть, что там есть интересненького. Ну и 10 фломастеров я приобрела. Сейчас все покажу. Во-первых, по крайней мере, как я считаю, интересной лично для меня покупкой и достаточно выгодной была покупка белого маркера, вот такого, за 9 рублей. Марка, так, сейчас если сфокусирует, но, в общем, у меня, нет, не будет видно, ладно, потом покажу. Ну, вот так вот видно вот эта марка. Она представлена в Леонардо, в том числе там маркеры, вот у меня есть несколько штук, которые на шарпики похожи.
там синие цвета, которые мне нравятся. Ну вот, и я смотрю, в скидочной корзине лежит вот такой маркер белый. Вот такой у него пишущий узел. Я попробовала на черном фоне, ну, на контуре, да. В принципе, он как бы не перекрывает черный контур, но всякие точечки он проставляет. Сейчас вот здесь попробуем, я не знаю, ну тут как бы будет он на карандаше, не будет. Ну да, я давно уже задумываюсь над покупкой какого-нибудь белого маркера, но задумываюсь достаточно лениво. Вот. Ну, видны точки, они, конечно, не сильно яркие. Ну, ладно, это я приспособлюсь, где и как им пользоваться. Понятное дело, что если бы я брала маркеры по полной цене, я бы потестила, посмотрела, как оно и что. Но за 9 рублей, там, по-моему, 20 копеек, я проверила, чтобы только он был такой свеженький. И по такой же цене я приобрела фломастеры. Из новенького лично для себя, потому что у меня не было таких фломастеров, это Биквиза. Вот такой цвет. Ну, конечно же, он сам по себе ярче, чем, так сказать, корпус намного. Было бы, конечно, идеально иметь вот такой цвет. Ну, ладно, какой есть, тем более, что и брашпены имеются, там светлые оттенки. Ну, у многих, в принципе, эти фломастеры есть. Такой пишущий узел. Ну, они симпатичные такие. Бумагу вот здесь, по крайней мере, не скатывают. Можно еще им там, ну, по крайней мере, в один слой. Вроде бы не скатывают. Скользят так гладко. Ну, вот. Получается, особо и не протекают, может быть, просвечивают. Следующий фломастер идет также Бик, но такие у меня есть. Я покупала поштучно 2 раза. Тоже, в общем-то, вот такой корпус. Ну и по факту, по цвету они тоже одинаковые. Почти, может быть, вот этот чуть-чуть потемней. Но по скатываемости самую малость скатывает, но скользит по бумаге легко. Насчет протечек или просвечивания, ну, тоже плюс-минус одинаково. Хорошие тоже фломастеры, мне понравились. Из этой же серии я взяла вот такой цвет. Я, как вы знаете, не особая фанатка розового, но все-таки. Вот они хорошо напитаны, достаточно такие. Ну, хорошо, приятно ими раскрашивать. Также из этой серии вот этот цвет, потому что всякие синие, голубые, они у меня уходят быстро. Тоже прям так им легко писать, они так напитаны классно. Синие в раскрасках быстро уходят, там небо, вода, тому подобное. Взяла еще вот такой вот цвет. Он тоже ходовой. Неплохо. И еще вот такой оттенок. Вот. И еще был у меня Штабила Power. Я эти фломастеры очень люблю, но синие оттенки, кстати, надо снять. Я вот про этот-то и про этот забыла. Голубые, синие у меня уже позаканчивались, поэтому это актуально. Я в прошлый раз 3, кажется, фломастера нашла. И вот сейчас хорошо голубой. Это прям супер актуально, потому что бумагу они вообще не скатывают. Ими можно делать фоны, потому что они, в общем-то, и не полосят, или полосят самую малость. Ну, правда, они, конечно, просвечивают, как видите, побольше. Но все-таки. И 2 фломастера у меня были Кариока Джой. Во-первых, вот такой вот оттенок мне
Этот оттенок очень нравится. Красивый. Люблю его использовать. Да, маникюр я уже сегодня сменила. Давно пора. Ну, он, в общем-то, тоже, если только просвечивает, но не протекает. Бумагу, ну, так, самую малость скатывает, но скользит легко. И вот такой цвет. Но, опять же, я смотрела, думаю, что бы такого еще взять. Вот у этого, мне кажется, пишущий узел конкретно не у вообще Кариока Джой, а вот у этого фломастера немножко похуже качеством и скатывает тон одинаково, но скользит не так легко. В общем, вот так вот я пополнила свою коллекцию. Я уже взяла, прошу прощения, блокнот. И сейчас сделаю в него выкраску и также наклею, вот приготовила бумажки, скотч достану и приклею выкраску непосредственно на фломастеры, чтобы было удобно и быстро ими пользоваться. Я вообще хотела взять с собой выкраску с фломастерами, чтобы, если думаю, что, не купить одинаковое. Хотя, в принципе, если зеленые и голубые оттенки, да даже желтый, лишними никогда не бывают. Ну вот, я уже посмотрела Кариока Джой. У меня 22 цвета получилось поштучно купить. И вот еще 23-24 будет. То есть похожих у меня нет, что очень хорошо. Значит, моя коллекция уже пополнилась. Ну и, как вы понимаете, надобность покупать эти фломастеры даже в большом наборе, она полностью отпала. Ну, я особо-то и не собиралась. Ну, вернее как, я сначала смотрела, как вот в большом наборе они в коробке расположены. У меня никакого желания не возникло. Мне кажется, что они сами по себе красивые, а упаковка и расположение фломастеров в коробке, оно настолько несимпатично, что как-то их мне лично брать не хотелось. Потом я попробовала, посмотрела вблизи на фломастеры, вот когда поштучно, они мне понравились. Ну, поскольку уже так удачненько собирается коллекция, то смысла, в общем-то, в этом нет. Ладно, скоро к вам вернусь. Я сделала выкраску, как и собиралась. В общем, как обычно, номер и сама выкраска. Сейчас я это все уберу по своим местам. Наконец-то я разобралась с акварелью, разложила вот все как мне надо, столько вот в этой коробочке, 8 штук, и заполнила вот эту палитру. Белые ночи у меня снова переместились в эту коробку. Ну, теперь они, в общем-то, так и будут пока лежать. Если у меня что-то появится еще из белых ночей, я буду складывать сюда. Как бы, я считаю, наверное, неважно, чтобы все прям одной марки лежало в одном месте. Ну, если, конечно, нет прям таких предпочтений принципиальных. И, конечно же, сделала выкраску. Она вот так вот у меня согнулась. Я ее сейчас, она уже высохла. Я ее положу под пресс, а после вставлю сюда. Посмотрю, как оно будет. Не знаю, приклею или не приклею. Как получится. Вот. А сначала, когда я там делала первые вот эти несколько квадратиков, заполняла, мне показалось, что ну, никакой как бы разницы нет. Ну, потом, да, вспомнив, что вообще-то это акварельная бумага, и я что-то, ну, я просто здесь по забывчивости как-то закрасила, потом думаю, ну, акварельная же бумага, что-то ничего такого эффекта нет, потом здесь уже стала сначала смачивать лист, потом наносить акварель, и потихонечку дело пошло. И разницу я заметила, конечно же, вот классно так все перетекает. И если, например, ну, на обычной бумаге, я всегда говорила, что детская акварель, ее можно там исправить, если что-то такое, то вот
такая акварель, она сразу впитывается. Не всегда получается что-то исправить, убрать. Здесь в целом все как бы возможно. Поэтому я рада, теперь с такой выкраской будет значительно проще. Ну вот это снимать не буду. Во-первых, это сложно сделать. Во-вторых, пусть будет. Потому что, ну действительно, гамма как бы набором продается. Все остальное поштучно. Есть цвета, например, вот этот вот от Vista Artista, которым я и в Средиземье пользуюсь и так далее. Он как бы, как он называется там сейчас? Серая пейна, вот. У меня осталась тут бумажка. И вот. Очень красивый цвет. Вот этот мне вообще, эта гамма, мне казалось, что, ну, типа как, наверное, черная. Не, ну она, по-моему, так и есть черная. Но она вот так выглядит. И, соответственно, я сделала выкраску для вот этой коробочки. Вот. Тоже красиво, потому что вот здесь не всегда понятно, какой цвет. И в этом не сильно помогает вот эта часть. Ну, теперь все понятно. Но в этом случае вот здесь была бы просто белая бумага. И я сначала думала взять какую-нибудь упаковочную бумагу, там еще что-то и как-то украсить. А потом решила вырезать еще один такой листочек и как раз посмотреть, как все будет перетекать, и заодно сделать как украшение. В итоге у меня вот такой вкладыш будет. Вот так вот. Ну, с той стороны вложу. И будет такая симпатичная коробочка. Сейчас это все сохнет. Вот пока эту бумагу не повело. Но, видимо, потому что я прям по всей поверхности заливала водой. Я в основном использовала вот эти цвета. И отсюда я вот фиолетовый взяла вот этот. Попробовать. А так, в принципе, все оттенки из этой коробки. Ну, сейчас, может быть, я еще вот здесь-то высохла. Я, наверное, белые ночи номера подпишу аккуратненько тут, чтобы они были. Будет хорошо. Сейчас я буду наводить здесь порядок. И дальше займусь доделыванием иллюстраций. Потому что конец месяца, нужно снимать видео о раскрашенном. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, теплой, комфортной осени. У нас вот, например, сейчас хорошая погода, как и вчера. Еще раз всем спасибо за просмотр. Пока-пока.